Здравствуйте, мои дорогие! Вы находитесь на канале Ауникири. Меня зовут Юля. Так получилось, что я пропала на некоторое время. Но это было лишь потому, что я вязала заказ. А в заказе были одни и те же игрушки в большом количестве. И то есть мне особо нечего было показывать. Но сейчас я стараюсь вернуться в ту же колею и постараюсь выпускать видео чаще, чтобы вы меня не теряли. За это время на канале добавились новые подписчики, и теперь нас 4000, чему я очень рада. И очень приятно и волнительно думать о том, что столько много людей смотрят мои видео и ждут их. А также я безумно благодарна вам за вашу обратную связь, за ваши добрые комментарии и за то, что вы вяжете вместе со мной. Спасибо вам за то, что вы есть. А это видео я начну с того, с чего закончила прошлое видео. То есть я хочу отчитаться и поделиться с вами заказом, который выполняла. Готовы эти милые лисята. И, как я вам уже говорила, в прошлом видео мне нужно было их 50 штук. И я переживала, что не хватит нитки на всех, так как у меня оставался совсем маленький там моточек. И все-таки мне хватило ровно на 50 штук. То есть ниточки у меня оставалось буквально 20 сантиметров. То есть совсем впритык. Я до конца думала, что не хватит. И переживала, и старалась вязать как можно туже, чтобы хватило на всех лисят. И вот такие лисички, сестрички получаются. Вяжу их по своему мастер-классу. Это как мини-лисичка. Такая мини-версия лисички. Ну, даже учитывая то, что это мини-версия, она получается не настолько маленькой. Вот ростом выходит около 8,5 сантиметров или даже 9, без учета хвостика. Вяжу из пряжи или Dolce, или Woolens Bunny Baby. В последнее время у нас там происходили проблемы с цветом этой пряжи. Потому в этот раз я заказывала Woolens Bunny Baby. Это получается номер 77 из новых. Глазки 12 мм, носик 6 на 8 или 5 на 6. Ну, в общем, самый маленький носик. Вроде как не такая уж и сложная кружка, но все равно, тем не менее, времени занимает достаточно много из-за того, что хвостики нужно вывязывать отдельно, вязать, а потом вывязывать. И после этого ушки вывязывать на готовые игрушки. Ну, плюс в том, что хотя бы не требует утяжек. Ну, если хотите, можно сделать и утяжку, но тогда она будет еще меньше, но зато щекастей. Ну, мне нравится, как она смотрится и без утяжек. Вот в новом мастер-классе я показываю свою, ну, как улучшенную версию этой лисички, так как мне нравится больше, как они смотрятся с черными ушками. Ну, а также по желанию можно вышить пушистой нитью. Вот тут щечки пушистые. Вот такая. И делала их с зелеными и с синими глазками. Ну, в основном большая часть с зелеными глазками. Все. Такие малышки. Сейчас уберу и покажу следующую партию. Значит, покажу, конечно, погорячилась я немного. Я не подумала о том, что они не влезут все на стол. И, в общем, покажу лишь часть, а остальное в пакете, так как мне их некуда раскладывать в таком количестве. Вот, связала 100 таких сов. Это совы по мастер-классу от Олеси Ткаченко. Бесплатный мастер-класс можно найти на Ютубе, Рутубе и даже в текстовом вроде бы виде.
Преимущественно я вязала их в вот таком молочном цвете, в темно-сером и песочном. Ну, большая часть в молочном цвете. Также 5 штук я попробовала связать в вот таком вот коричневом цвете. И мне понравилось, как они смотрятся. Ну, будем смотреть, как покупатели будут реагировать на этот цвет. Потому я всего лишь на пробу связала 5. Но мне самой нравится, как они смотрятся в этом цвете. Похоже на реалистичную сову. Вот. Это самый маленький вариант по лесеному мастер-классу. Но так как я вяжу их из такой не тонкой пряжи, не лавиты, а Воланс Bunny Baby и подобной, то потому они такие пухленькие получаются и не такие уж и маленькие. Вот. Ростом 5,5-6 сантиметров. Вяжется легко, быстро, но все же требует времени вставить глазки и закрыть отверстие и вышить клювик. И также старалась подбирать цвета, более подходящие под цвета лапок и клювика, более подходящие под цвет тела. То есть серый с таким ярко-оранжевым цветом, а остальные таким рыжеватым, рыжим, похожий цвет, как у лисиц. Вот такой пакет еще этих сажат. То есть только половина у меня поместилась на стол. Даже не знаю, как в камеру их всех показать. Ну, потом при отправке я буду всех упаковывать отдельно в пакетики, раскладывать. Там, я не знаю, по 15 штук, по 20, поскольку будет влазить в пакетики. А также брелки у них в этот раз вот такие вот железные, металлические и с плоским кольцом. 25 миллиметров. И все, не знаю, что больше о них рассказать. Вязались, достаточно быстро по сравнению с лисичками. Но я вязала сразу и их, и котиков, и что там еще было. И потому я немного сбивалась со счетом, мне нужно было постоянно пересчитывать, сколько тех. Потому так получилось, что я даже на одну больше связала, чем нужно было. Потому как-то сумбурно это все происходило. Я пыталась взяться за все и сразу, чтобы все успеть. И в итоге, я думаю, это плохая была тактика. Лучше по очереди вязать и записывать точное количество, чтобы потом и до конца уже всех доделывать, чтобы потом уже быть уверенной, что все готовы с этим видом игрушек я покончила, и со спокойной душой начинать следующий вид игрушки вязать. Дальше я вставлю отрывки процессов, которые у меня на данный момент вяжутся. Я приняла решение для себя, что буду иногда показывать процессы и какие-то, даже если не готовые игрушки, недовязы, чтобы просто делиться с вами не только готовыми работами, а иногда и процессами. Потому мои попытки снять процесс выглядят так, как вы увидите в следующих кусочках. Всем привет! Сейчас вяжу большую игрушку и вспомнила, что я обещала снимать хоть иногда процессы. И вот хочу показать вам, какой у меня процесс проходит. Вяжу вот такую вот большую игрушку. Как вы думаете, кто это? Судя по лапкам и хвостику, думаю, вы уже догадались, скорее всего.
Уже вяжу ее не первый раз, а второй. Первый раз был на марафоне. И в первый раз, когда я вязала, у меня была проблема с тем, что вот тут на ножках слишком тонкое пространство, которое не удерживает саму игрушку. Игрушка где-то около 30 сантиметров получается, ну, плюс-минус. И потому вот эти тоненькие ножки сложно удерживают ее вес. В прошлый раз я укрепляла это место с помощью шпажки деревянной. Тоже я ее обматывала, вставляла, так чтобы хоть как-то укрепить эти ножки. А в этот раз я решила использовать проволоку толстую и обмотала ее такой плюшевой розовой пряжей под цвет лапок. И получается, я согнула буквой Г и после этого обмотала пряжей. Сначала завязала на узелок, то есть согнула саму проволоку, вот тут вот петля, и с этой стороны получается петля, чтобы не было острых концов. А дальше уже привязала плюшевую ниточку и зафиксировала термоклеем и начала обматывать. Сначала в одну сторону прошлась сверху вниз, потом тут зафиксировала термоклеем, чтобы нитка никуда не сползала и оставалась на месте. И в обратную сторону второй слой прошлась тоже до начала и тоже в конце зафиксировала термоклеем. И я думаю, это более надежный вариант для таких ножек. По мастер-классу там она полностью одного цвета, но я решила в этот раз вывязать ей лапки розовым цветом, чтобы посмотреть, как она будет смотреться в этом варианте. И мне захотелось именно такой вариант. И такой хвостик сразу вывязала. Вот такое будет. Вот такие продвижения. Не знаю, успею я ее довязать до следующего вязовлога или нет. Но в любом случае я отчиталась, процесс показала. Вяжу ее крючком 4 миллиметра. Так как в этот раз пряжа мне позволяет вязать и таким крючком, и все равно получается довольно-таки плотное полотно. Вот. Вяжу из пряжи розетти. Так, день сегодня у меня не очень хороший, можно так сказать, не очень хорошо проходит в эмоциональном плане, так как у нас приболел котик, и я за него переживаю. Ну, работа продолжается, потому вяжу. Это получается у меня игрушка для наличия, но также я продолжаю вязать заказ, который у меня есть. И каждый день подвязываю еще его, ну, и буду отчитываться и по тем, возможно, работам и продвижением заказа, если не буду забывать. Еще пока ехала в электричке, навязала заготовок вот таких капибарок. Не знаю, сколько штук получилось. Сколько? 9, что ли? 9 штук за 1,5 часа, даже чуть больше. Ну, тут дальше, получается, остается мне наполнить их, приклеить глазки, вышить носик и прикрепить карабинчик. И все готово. Вязала из пряжи розетти и коричневая, темно-коричневая Woolens Bunny Baby. Такое продвижение, грубо говоря. Наступил новый день. С момента съемки первого кусочка видео прошло уже несколько дней, но, к сожалению, у меня не было много времени на вязание, но все равно хочу поделиться с вами промежуточным результатом своих работ. Вот так вот продвинулась на вязании этой игрушки. Тут тоже отчетливее видно
что это за зверек. Я думаю, вы уже сами все догадались. Ну, я хотела изначально лапки, тоже думала сделать какой-то отрезок таким нежно-розовым цветом. Но из-за того, что лапка изначально тут идет широкая, а дальше идет на уменьшение, то это смотрелось не очень. Потому я оставила лапки, верхние ручки в таком цвете. И вот уже начала вязать голову. Еще несколько рядов. Буду крепить глазки, набивать полностью. Тут у меня набиты буквально только вот до сюда. Ну а так, все. Не знаю, что вам еще рассказать. Уже один моток пряжи ушел. Вот такого песочного цвета. Вот этот один моток и закончится. Не знаю, хватит на голову или нет, но нужно еще на ушки. Ну, посмотрим. Также связала вот заготовки для котиков. Пустые пока что. И вот в это отверстие будем набивать. Потом приклеивать глазки и носик. И также вышью усики. Видите, я сразу, получается, эти ушки вывязываю. И тут разным цветом. Конечно, этих котиков мне нужно намного больше, чем тут их. Но потихоньку подвязываю. Это заказ. И тоже есть небольшие предпочтения в цветах. Я даже не считала, сколько тут их вышло пока что. Но я знаю, что их нужно намного больше. Потому пока что и не хочу расстраиваться и считать. Вяжу заготовки на котиков, пока не надоест. Дальше перейду на другие заготовки для совушек. Тоже буду вязать, пока не надоест. А дальше опять буду на котиков переключаться. Или на следующие позиции в заказе, чтобы хоть чуть-чуть чередовать. Ну, конечно, потихоньку хочу и сразу, допустим, небольшое количество связала, там где-то 30 штук или 20-30 штук, и набивать их, ну, чтобы за раз не делать всю однотонную, монотонную работу, чтобы за раз не делать мне, не набивать 100 штук котиков, потом не вышивать сразу 100 котикам усики, глазки, так как это будет не очень весело. Потому хочу как-то потихоньку продвигать их и в остальных этапах законченности игрушки. Вот. Также хочу поделиться еще небольшими интересными штучками. Вот сделала вот такие вот, как будто моточки пряжи или что-то подобное. В общем, эти моточки у меня будут в виде декора. Декора для фото или для видео. Но также такие моточки можно использовать и для просто для интерьера, так как они интересно и объемно смотрятся. Их я делала из гофробумаги. Скручивала бумагу вот таким вот жгутиком, а потом вот так закручивала в виде клубка. И тут несколько цветов, какая бумага у меня была. Персикового, розового, нежно-желтого, чуть поярче желтого и один зеленого. Поднадоело мне их делать, потому вот не сильно много получилось. Также хочу поделиться еще одним процессом. Сейчас в процессе у меня вязание вот этих вот цыплят. Утят, цыплят, вот этих желтых милашек. Конечно, тут я уже их связала полностью. Мне осталось только приклеить глазки, вышить клювик и подрумянить щечки. Ну, а также прицепить крепление для брелка. Ну, в этот раз мне нужно 10 таких цыплят. И в полуготовом варианте они выглядят так. Я не знаю, что еще можно рассказать. Как-то
Мне неловко даже показывать то, что у меня еще не готово. Вот, некоторых решила сделать без чубчика 4. Вроде бы 4 или 3. 3. 3 цыпленка будут без волосиков этих, без чубчика, а остальные все с чубчика. Ну, для разнообразия. Да, а потом же я еще украшу декором. Тут или какие-то сердечки, или цветочки, чтобы они смотрелись более нарядными. Ну, или бантики. Буду уже смотреть по ходу дела. Мастер-класс это бесплатный. Я нашла его у Даши с канала «Все вязаное». У нее он есть и ВКонтакте перевод, и бесплатный, и в платном телеграм-канале. В общем, ищите, если хотите, у Даши, если еще не нашли этот мастер-класс. Это вообще мастер-класс был на пингвинчиков, но его, по-моему, еще переделали под курочек. Но из него еще можно и других зверюшек связать. Еще у меня связались котики. Вот такие котятки по мастер-классу от Настик Тойс. Это котята на 18 или на 16, на 18, да, на 18 петель. И вот такие малышольки выходят. Мне очень нравится, как они выглядят. Ушки я чуть-чуть по-своему вывязываю, потому они смотрятся чуть-чуть не такими пригнутыми, как у Насти. Но их в любом случае, если они у вас пригибаются, их можно вывернуть в другую сторону и будут загибаться вперед. Ну, они милашки. Носики самые маленькие им ставлю. На ножки 5 миллиметров. А глазки 12. Трапециевидные. Вот такой серый. И вот такого попробовала в необычном цвете связать. Не знаю, камера не передает, но вообще это такой розово-персиковый цвет. Еще один серый. И вот такой черно-белый. С белой мордочкой. Ну, я не знаю, нитка черная такая плотная попалась, что он насколько больше схема одна и та же. А такой гигантский кот черный. Но зеленоглазый. Один белый. Такой рыжик голубоглазый. Тоже с белой мордочкой. Да люблю я им делать белые мордочки. Ничего не могу с собой поделать. И еще некоторых котиков я попробовала сделать по другим мастер-классам. Чтобы решить для себя, какие котики мне нравятся больше всего. Ну, какой мастер-класс мне ближе. И какой мне будет легче вязать в большом количестве. Вот такой котенок получился по мастер-классу от Даши, по бесплатному мастер-классу «Все вязаное». Даша «Все вязаное». И он мне тоже понравился. У него ушки, вот если сравнивать с этим, у него ушки более расставлены, то есть между ушками 3 петли. И он смотрится как вот ближе как британский, шотландский, такой как веслоухий. И как-то более акцент на щечках делается за счет этого. А это от Настик Тойс. И у нее получается ушки торчком. Вот. Как будто он такой настороженный, прислушивается, когда же его покормят. Или удивленный. Ну, в общем, мне эти оба варианта понравились. И я думаю вязать, чередовать некоторых котиков по Дашиному мастер-классу, а некоторых по Настиному, чтобы было какое-то разнообразие. То есть они вроде бы, может быть, конечно, для кого-то они смотрятся более-менее похожими, одинаковыми, но для меня разница видна. И как бы у них разное выражение мордочки. Вот. Хоть оба они на 18 петель.
Но единственное, что изменила, плюс один ряд без изменений в Дашином мастер-классе 18 столбиков до ушек. И вот получается милашки. Вот такой котенок у меня получился по мастер-классу от Олеси. Мягкий подарочек. Тоже у нее есть бесплатный мастер-класс, но такого котейку. Она прям сразу показывает, как вывязать вот такую белую грудку, мордочку. И вот такой он получается в сравнении с другими. Тут более острые ушки. Ну, а так они тоже на 18 петель вроде бы, если не ошибаюсь. В общем, можно разных навязать на вкус, на разный вкус покупателей. Вот. И вроде бы схема похожа, но на мордочку они все получаются разные по этим схемам. За счет того, что ушки по-разному вяжутся, и, ну, соответственно, и ножки где-то более ближе, а где-то подальше. И при этом меняется сразу выражение мордочки. Я показывала мужу, ему больше всего вот этот вот понравился вариант. Так, еще один котеночек, тоже рыжий, по мастер-классу Владлены. И вот такой он получается, тоже вроде бы на 18 петель, но я могу ошибаться, потому что я могла запутаться. И вот тоже 4 разных. Он тоже больше похож как на Вислоухова, потому что ушки такие манюсенькие. Но у него глазки стоят по-другому, то есть более широко расставлены глазки. И, соответственно, по выражению мордочки он тоже смотрится по-другому. Так, как мне их поставить? Вот. Ну, такой вроде бы поменьше по длине. Вот. Кому пока сама смотрю, а в камеру не смотрю. Вот. Чуть-чуть покороче он. Так, всех выставлю. Уже, наверное, перемешала, и вы уже, наверное, запутались, где какой. И последний, который я попробовала, котенок, это по мастер-классу от Слава Handmade. С канала Слава Handmade. И вот такой вот котенок получился. Такой маленький. И тоже по выражению мордочки они все равно все отличаются. Вот, в сравнении с остальными. Тоже он такой, мне кажется, еще чуть-чуть короче, или просто попа быстрее заканчивается. Но вот, можно посмотреть в сравнении, как они выглядят. Ну, единственное, я изменила там ножки на большем расстоянии. То есть он такой, как будто прям как сидит, можно так сказать. А я вывязала ножки вот параллельно передним. Мне так вот больше нравится. И вот такой милашка тоже получился. Да, я не всем вывязывала такие белые ушки, но этот с белыми ушками, решила его так сделать. Так, этот котенок связан по мастер-классу Олеси, мягкий подарочек. Это по Дашиному мастер-классу, канал Все вязаное, только плюс один ряд до ушек. Это по мастер-классу от Nastic Toys. Этот по мастер-классу от Владлены Милард. А этот по мастер-классу от Слава Handmade. Канал на ютубе. Тоже бесплатный мастер-класс. Ну, для себя я решила, что выбрала вот эти вот два варианта от Даши и Насти. Так как тут мне проще всего было понять, куда устанавливать глазки. То есть они прям... Хоть я понимала, что везде они идут напротив ушек, но как-то вот... Когда я вяжу их, у меня с первого раза получается понять, куда ставить глазки. То есть они сами просятся туда,
становиться. А вот у вот этих двух вариантов мне было непонятно, хотелось или поближе, а если поближе, то слишком... Ну, в общем, у меня было чуть-чуть затруднение с глазками. Возможно, это зависит от плотности вязания самого автора и моего, и потому у меня немного такие, ну, небольшие, можно сказать, проблемы с постановкой глазок. Я не считаю это критичной какой-то проблемой. Все котята получаются красивые. Кстати, тут у меня не было проблем с постановкой глазок, так как тут было понятно, потому что где заканчивается мордочка, вот это белое, вот сюда и ставить. Но также для чистоты эксперимента я делала всем им вот белые мордочки. И также всех их вязала из одной и той же пряжи, чтобы сравнить, ну, какой мне вариант будет ближе. А так, ссылки на мастер-классы, если бесплатные, то я оставлю в закрепленном комментарии. А если мастер-класс платный, то я просто напишу автора. Кстати, насчет закрепленного комментария и ссылок и названия мастер-классов, которые я оставляю, мне несложно это сделать, но я трачу на это свое время, и хотелось бы от вас увидеть отклик хотя бы в лайках. Если вы воспользовались ссылкой или вам понадобилась эта информация, пожалуйста, поставьте лайк, так я буду знать, что я не зря это делаю. И это будет для меня лучшей благодарностью. Так, с котиками все. Чуть не забыла, что я еще не показала вам одну игрушку. Вот такое очаровательное чудо. Это мопсик по мастер-классу от Амилав Екатерины Карамановой. Я его вяжу без одежки. Но дело тут не в том, меня попросили его так связать. И попросили связать с розовым ошейником. Я уже показывала вам когда-то, что я вязала такого мопсика. Это было в сентябре прошлого года. И в этот раз меня попросили повторить этого же мопсика. Тут, конечно, черный сливается. Ну, насколько получилось повторить, я повторила. Но у предыдущего мопсика цвет тела был такой серо-бежевый, холодный бежевый цвет. Но у меня такого цвета не было в наличии, а также на складе его тоже не оказалось, так как я его еще хотела заказать для ленивцев сидов. Поэтому мы решили, что в таком цвете он тоже будет смотреться отлично. И вот такой мопсик получился. Постаралась его повторить максимально, как и в прошлый раз, тоже глаза сердечки и с такими белками. Но в этот раз вот эти черные пятнышки я вязала сразу. Но только потом еще поверх этого, чтобы сделать более четкие границы, я еще вышивала черной нитью, чтобы эти пятнышки смотрелись аккуратней. Ну а также вывязывала вот такие вот складки. И ошейник я чуть-чуть по-другому сделала, но он смотрится практически так же, как и тот. И тоже с высунутым язычком. Такие ушки и чудной хвостик маленький. Так, пришивная голова. И все. Только голова пришивная. Ростом он выходит сколько? 24 сантиметра. Ну, как я понимаю, это игрушка для девочки. И думаю, она будет довольна. Вяжется легко, но тут тоже нужно еще вывязать поверх там складки и оформить эту всю мордочку. Также утяжки и остальное.
Ну, вот такой чудный. Мне, конечно, не очень нравится, как он смотрится на камере. Черный цвет, вот эта мордочка сливается вместе с носиком, потому не сильно видно его как форму. Ну, даже вживую он мне кажется симпатичнее. Все, на этом с игрушками все. Дальше покажу покупки. Заказывала пряжу и хочу поделиться с вами цветами. Вот такую пряжу заказала. Это такой, как, я бы сказала, цвет тунца. Может, я пересмотрела Мастер-шеф, но вот мне напоминает этот цвет именно эту рыбу в разрезе. Ну, такой розово-персиковый, я бы сказала, цвет. Это пряжа Розетти. Заказывала у Саши. Так. Там цветов не было, потому я цвета вам именно этот цвет не называю. Так, дальше. Вот такая пряжа. Это уже Woolens Bunny Baby. Ну, вообще цвет, кстати, брехливый. И не передается реалистичный цвет. А я не знаю, почему так. Наверное, из-за синего. Ну, он более оранжевый. Чем желтый. Ближе к оранжевому. И заказала второй цвет оранжевого. Вот так вот он выглядит. Его я заказывала, хотела связать каких-то собачек, может быть, корги или что-то подобное. Цвета близкие. Кстати, на камере слишком разницы и не видно. Но этот более такой бледно-рыжий, бледно-оранжевый, даже если конкретней. А этот в желтизну идет и более яркий. Видите, он даже как-то блестит побольше. Я сразу, когда получаю пряжу, сматываю их в такие клубочки с помощью моталки для пряжи, так как это очень удобно. Когда вяжешь из таких мотков, то не нужно постоянно подтягивать ниточку. Если у нас обычный моток в стандартной смотке плюшевой пряжи, то там постоянно нужно как разматывать, подтягивать эту нитку, и на это тратится время. А время – деньги, и в вязании это тоже очень важно. Также вот этот, а тут не нужно тратить это время на разматывание, оно само по себе вот так вот по кругу аккуратно разматывается. Также можно положить в какую-то тарелочку или что-то такое, и просто чтобы моток никуда не уезжал, хоть он и так особо никуда и не уедет. И мне еще нравится, что удобно взять отсюда конец с середины, допустим, если хотим вязать в 2 нити, и с конца, и будет легко разматываться и с этой стороны, и с этой, и никогда не запутается. Или, допустим, если вяжем несколько там деталей, допустим, вяжем тело или ножку, можно одну ножку с отсюда вязать с середины, а другую с начала. В общем, я не знаю, поняли вы или нет, о чем я. Кстати, цвета я напишу. Вдруг кому-то понадобится в сравнении этих двух цветов. Это Woolens Bunny Baby. Дальше. Очень хотелось попробовать новый цвет. Вот такой вот Woolens Bunny Baby. Мне так понравился этот цвет. Ой, такой он, как сказать, он напоминает мне какой-то плед или вот эту шарпей, как собачку. Он такой не грязный сам по себе. Бежевый, очень приятный цвет. Мне кажется, он подойдет к многим игрушкам. И к собачкам, и к котикам, и к зайчикам, и к мишкам. Ну, в общем, универсальный цвет. И даже можно из него связать тело для куклы, допустим. Потому что это отлично подойдет и как цвет тела. Не знаю, насколько камера, но нормально передастся. Но он более теплый, чем на картинке. Возможно, я потом подкорректирую
видео, и будет все нормально с цветами в этом отрывке видео. И также напишу цвет. Дальше вот такой вот зеленый еще подзаказала. Тоже для лягушек, для крокодилов, ящериц и много кого. Мне этот цвет нравится. Да, и для йод я тоже такой цвет использую. И еще один цвет. Вот этот цвет я, конечно, ждала, когда он мне придет. Я его когда только впервые увидела, что новый цвет такой появился, я в него влюбилась. Это вот такой вот ярко-салатовый цвет. Ну, я даже не знаю, как его назвать. Просто скажу, что это цвет моей мечты. Он такой красивый. И такой он и сам по себе, и ниточка такая мягенькая именно из этой партии. Просто можно использовать для лягушек, для кого угодно. Мне аж жалко его тратить, хоть я заказала целую упаковку, но он такой классный. Это очень красивый цвет. Его можно сочетать с чем угодно, с таким зеленым. Ну, мне кажется, он под много цветов подойдет. И вообще он такой яркий. Можно хоть с черным. Ну, вообще классный цвет. И мне прям не терпится связать из него, попробовать жабок. Какая жабка получится. Думаю, очень классная. И вот такой ходовой молочный цвет заказала. Это тоже Woolens Bunny Baby 02 номер, насколько я помню. Кстати, а это 05 номер. И вот такой еще салатовый для лягушек заказала. Это Розетти. Вот такой вот салатовый. И посмотрите, какое сравнение с этим цветом. Все-таки этот, ну вообще просто, я не знаю, как можно было такой красивый цвет сделать. Но я надеюсь, что палитра будет расти, и мы в скором времени увидим и новые какие-то цвета. Я знаю, что, возможно, в других там нитках, в Гималая Dolphin Baby или там в Дольче палитра, возможно, чуть-чуть отличается от Woolens Bunny Baby, но я всегда вяжу Woolens Bunny Baby или Розетти. Или еще бывает Леди Ярн. Потому у меня всегда, можно сказать, ограниченная была палитра. Потому я так радуюсь вот такому вот новому цвету. Просто можно хоть с сиреневым, хоть с розовым. Ну, вообще, красота. Такой летний цвет. Все цвета я напишу. Прям сразу могу написать. Ну, кроме этих, это Розетти. Так вот. И просто напишу сверху номерки. Если вдруг кому-то нужно и хочет заказать такой же цвет. Так, по нитке все. Дальше покупки. Все-таки дорвалась я до этих глазок. Просто смотрю, и у всех игрушки с этими глазками, и они все смотрятся просто невероятно мило. И так, и мне тоже захотелось, короче, повторюшку. Возможно, это коллективная какая-то заразность глазками. Вот, заказала глазки вот такие с сердечками. Ну, видите, конечно, чуть-чуть придется еще подрезать вот это все дело. 12 миллиметров. Вот так выглядит кабошон. Довольно-таки толстый для таких глазок. Но дело в том, что я заказывала 12 пар именно вот таких с сердечками. Конечно, хорошо, что они не в одну сторону смотрят. Это уже как минимум плюс. Но плохо то, что продавец прислал мне просто набор из разных глазок, то есть разный вид глазок. Где-то со звездочкой, где-то просто с такой с кружочком. Все разные. У меня была надежда именно на эти. Я хотела именно с сердечками. Но получается, так как набор
состоит из 12 пар. То есть 2 пары у меня вот с сердечками, а остальные все, то есть то, что я не заказывала, что меня максимально расстроило. Так как ну, на Алиэкспресс они стоят недешево для таких маленьких глазок. Ну, и мои ожидания, я так ждала, что придут вот такие вот все с сердечками. Ну, короче, ну ладно, уже что есть, то есть. И вот такие глазки пришли. Если кому-то нужна ссылка, я скину. Там в продаже есть не только 12 миллиметров, можно заказать и 10, и 6, и 8, и 16, и 20 даже миллиметров. И даже есть там разноцветные с сердечками варианты. Но мне больше всего нравится, как именно черные смотрятся, потому я рассчитывала именно на них. Также у меня начали заканчиваться звездочки, и я заказала вот такой вариант звездочек, нашивок на одежду или просто на игрушку. Вот. Ну, такой вариант. Можно даже какие-то резинки сделать с помощью таких нашивок. Тоже, если кому-то нужна ссылка, могу оставить. Также хотелось какого-то разнообразия, типа как не только бантики, а еще хотелось какие-то цветочки. И я заказала вот такие вот розочки. Пока что не знаю, куда я их применю. Но смотрятся они нарядно. Мне кажется, будет красиво смотреться на платьицах каких-нибудь там единорожек, заек и так далее. Ну, очень нежно смотрится. Или как аксессуары на ушки или где-то вот возле ушек. Как резиночки, заколочки. Также еще видела, что их используют для украшения люлечек. Но так как я люлечки не вяжу, потому этот вариант мне не подходит. Также заказала вот такие вот кабошончики. Ну, тоже, чтобы украшать игрушки. Игрушкам в лапку так отсвечивает. Давать кофе. Вот такие они маленькие, сами по себе. Ой. Вот. Ну, сантиметр. Чуть больше сантиметра где-то. 1 сантиметр, 2 миллиметра. Но мне кажется, маленьким брелочкам, игрушкам самое то. И еще заказала вот такие вот пайетки. У меня есть подобные пайетки, но там цветочек этот состоит из 6 лепестков, и он чуть-чуть побольше. Это как более мелкий вариант. Тоже нравится украшать ими, делать или какие-то веночки. Ну, можно разные композиции или букетики прям делать в ручке какой-либо игрушки. Ну, вообще люблю пайетки. Они смотрятся как-то по-интересному для меня. И на этом все. Спасибо вам, что посмотрели это видео. Если вдруг не подписаны, то подписывайтесь. Будем вязать вместе. Наконец-таки настала весна, настоящая весна. Желаю всем хорошей погоды, хороших продаж, вдохновения, покупателей и, конечно же, здоровья. Все, до свидания, до новых видео.